Представь себе бескрайний океан 10 тысяч лет назад. По берегу Новой Гвинеи идет человек. У него был крайне неудачный день. Охота не задалась, а ягоды оказались горькими. В животе у него абсолютно пусто. Он со злостью срывает стебель высокой травы. Человек начинает жевать ее просто от голода. И вдруг он замирает. Вместо привычного вкуса зелени рот заливает сок. Он густой, липкий и ослепительно сладкий. Человек быстро зовет своих соплеменников. Вскоре уже весь остров только и делает, что жует этот тростник. Так люди стали участниками величайшего эксперимента в истории человечества. Добрый день, дамы и господа. Рад видеть вас на своем канале. Если вы тут впервые, то я напомню важную вещь. Здесь мы в первую очередь практикуемся в русском языке. Этот текст специально адаптирован под уровень А2. Вы можете слушать его в фоновом режиме. Вы можете читать его с экрана одновременно с озвучкой. Также вы можете использовать его для тренировки произношения. Сегодня мы подробно поговорим о сахаре. Поехали. Сахарный тростник не остался на одном месте. С людьми на лодках он начал перепрыгивать с острова на остров. Веками тростник медленно дрейфовал через Индонезию и Филиппины. Наконец он добрался до берегов Индии. И вот там случился первый в истории технический прорыв. Это произошло примерно 2500 лет назад. Одному индийскому крестьянину надоело жевать жесткие палки. Его имя история для нас не сохранила. Человек бросил сахарный тростник в котел и поставил на огонь. Возможно, он просто хотел его сварить. Но по воле случая он забыл убрать котел с углей. Человек просто ушел спать. А утром он увидел настоящее чудо. Вода испарилась, а на дне лежала твердая масса. Она была коричневого цвета. Он отломил кусок и попробовал его. Человек понял, что это концентрат чистого удовольствия. Так в Индии родилась технология кристаллизации. Сахар превратился из дикой еды в важный продукт. Теперь его можно было хранить годами. Его можно было прятать в мешки, его можно было возить караванами через целые континенты. Проходит еще несколько веков. В 1510 году до нашей эры пришла огромная армия. Это были суровые воины персидского царя Дария I. Они годами жили в пыли походов. Они привыкли к вкусу сухого мяса и пресных лепешек. Дарий заходит в захваченную индийскую деревню. Он видит на столе странные коричневые кристаллы. Царь осторожно пробует их. Его глаза расширяются от удивления. Он никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Мед? Нет, мед пахнет цветами и всегда липнет к рукам. А это как сладкая соль, которую можно носить в кармане. Дарий был опытным стратегом и политиком. Он мгновенно сообразил одну вещь. Это не просто вкусная еда, это власть. Он приказывает вывести саженцы тростника в Персию. Также он забирает лучших мастеров-варщиков. Там он прячет их под высокими стенами своих садов. Царь объявляет сахар особым царским десертом. Секрет производства охранялся очень строго. Это было важнее, чем чертежи новейших катапульт. Персия владела монополией на сладость столетиями. Они продавали сахар соседям за баснословные деньги. Но никакие секреты не живут вечно. Сначала Александр Македонский вдребезги разбивает Персию. Он находит эти заначки коричневого золота. Он распространяет весть о нем среди всех греков. Позже эстафету подхватывают арабы. Это были фанатичные ученые и гениальные торговцы. Они буквально взломали персидскую технологию. Где-то в Багдаде работал арабский алхимик. Он экспериментировал с разными фильтрами.
Он догадался добавить в кипящий сироп обычную известь. Результат был совершенно поразительный. Сок веками оставался мутным и коричневым, а теперь он вдруг очистился и стал прозрачным. На выходе получился белоснежный и сверкающий сахар. С этого момента мир начал сходить с ума по-настоящему. Арабы начали строить сложнейшие системы орошения в пустынях. Они выращивали тростник везде, от Египта до юга Испании. В XI веке рыцари-крестоносцы врываются в Палестину. Они приехали из холодной и мрачной Европы. И там они сталкиваются с этим арабским чудом. Раньше их единственным десертом был лесной мед. Вкус чистого сахара стал для рыцарей шоком. Они везли его домой в мешках, как величайшее сокровище. Сахар стоял наравне с захваченными святынями. Венецианские купцы быстро поняли выгоду. Они поняли, на чем можно построить империю. Купцы скупили все порты и наладили логистику. Они стали главными дилерами сахара в Европе. В то время сахар считали редкой специей, как перец или корицу. Его везли из очень далеких стран. Сначала мешки с сахаром плыли на кораблях по морю. Потом их везли на лошадях через высокие горы и опасные пустыни. Доставка была очень трудной и долгой. Каждый торговец хотел получить свою прибыль. В Лондоне в 1319 году фунт сахара стоил 2 шиллинга. На эти же деньги можно было купить 2 упитанные овцы. Это огромные деньги. Для сравнения, обычный рабочий получал всего 1 пенни в день. Чтобы купить 1 фунт сахара, он должен был работать почти месяц. Сахар дарили королям на коронации. Им расплачивались за огромные поместья. Его передавали в наследство в завещаниях. Сахар стоял в списке наравне с родовыми замками. Чтобы показать свое богатство, вельможи делали заказы поварам. Те создавали огромные сахарные скульптуры. Это были целые замки и фонтаны из сладости. Их выставляли на пирах и съедали в конце вечера. Это был символ самого высокого статуса. Но настоящий и кровавый этап истории начался в 1493 году. Христофор Колумб собирался во второе плавание. Он бросает в трюм связку черенков тростника. Колумб высаживает их на острове Гаити. Он с удивлением видит результат. Тростник растет там с бешеной скоростью. Карибский бассейн оказался идеальным парником. Но была одна проблема. Сахарный тростник – это вам не пшеница. Его нужно было рубить тяжелым мачете под солнцем. Потом его нужно сварить в огромных чанах. И сделать это все нужно за 24 часа. Если ты опоздал, сок быстро забродит. И тогда все превратится в бесполезную кислятину. Белые колонисты не привыкли к тропической жаре. Они умирали от изнурений и болезней через неделю. И тогда было принято самое циничное решение. Нужно было организовать конвейер по доставке людей из Африки. Так сахар породил трансатлантическую работорговлю. Миллионы африканцев везли через океан в цепях. Это делали только для питания сахарной машины. Сахар называли белым золотом. Но по факту он был пропитан потом и кровью. Экономика Европы в XVIII веке буквально держалась на этом продукте. Сахарные острова были невероятно ценными. В 1763 году Франция проиграла войну Британии. Французы без раздумий отдали огромную Канаду. Они отдали все леса и всю пушнину. Они хотели оставить себе крошечную Гваделупу. Почему они так поступили? Потому что одна Гваделупа приносила больше денег. Она была выгоднее, чем целый дикий материк. К 1800 году сахар стал во Франции очень популярным продуктом. Люди привыкли пить кофе и чай с сахаром. Это стало ежедневной привычкой для горожан. Когда английский флот закрыл порты,
Сахар исчез из магазинов. Цена на него выросла в десятки раз. Это вызвало сильное недовольство в обществе. Наполеон был умным политиком. Он понимал, что сахар — это символ комфорта. Если людей лишить привычного комфорта, они начнут критиковать власть. Поэтому он решил превратить эту проблему в свою победу. Он хотел показать, что Франция может сама производить все необходимое. Это не был вопрос выживания от голода. Это был вопрос спокойствия в стране и экономической независимости. Наполеон хотел, чтобы Франция была великой и самодостаточной. Наполеон вызвал лучших химиков и поставил им задачу: найдите сахар в Европе, или я найду замену вам. И вот в 1811 году химик приносит ему отчет. Сахар найден в обычной свекле. Раньше ее использовали только на корм скоту. Наполеон не раздумывал ни минуты. Он вливает в свеклу огромные государственные деньги. Он освобождает фермеров от налогов. Он строит сотни новых заводов. К моменту его падения вся Европа уже знала секрет. Сладость можно буквально выкапывать из земли. Это можно делать на холодном севере. Российская империя наблюдала за этим процессом с большим интересом. У нее не было заморских колоний, но у нее были бесконечные черноземы. В середине XIX века случился промышленный взрыв. Это не было постепенным развитием. Это был настоящий прыжок. За пару десятилетий выросли современные заводы. Раньше на этих местах просто паслись коровы. Это была грандиозная технологическая гонка. Российские промышленники скупали лучшие станки. Они везли оборудование из Бельгии и Англии. Они строили при заводах школы и больницы. Вокруг заводов вырастали целые города. Селекционеры бились за каждый процент сладости. Они превратили кормовой овощ в крутое сырье. К 1913 году Россия стала вторым производителем сахара в мире. Качественный и дешевый сахар начал захват рынков. Он вытеснял колониальный тростник даже в Англии. Появились сахарные короли, которых знал весь мир. Их капиталы были просто огромны. Они могли в одиночку строить железные дороги. Они могли содержать целые флотилии. Сахар стал фундаментом экономики многих стран. На нем строилась государственная мощь. Позже его важное место займет нефть. Сегодня сахар перестал быть символом роскоши. Он перестал быть поводом для войн. Он превратился в обычный и доступный продукт. Сахар теперь есть в каждом доме. Сегодня мир производит около 180 миллионов тонн сахара в год. Современные технологии работают чисто и эффективно. Возможности сахара оказались шире, чем просто кухня. Сегодня из сахара делают экологичную упаковку. Из него даже делают топливо для машин. Ученые ищут применение каждому стеблю и корню. История этой травы — это история прогресса. Это история человеческого любопытства. Сахар стал важным звеном в мировой торговле. Он сделал нашу жизнь немного проще. И когда вы добавляете ложку сахара в чашку, вы просто пользуетесь результатом долгого пути. Человечество прошло его ради комфорта. Теперь чаепитие — это просто приятный момент дня. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске.